Сегодня неожиданно для самих себя, как всегда, хотим спланировать интересно, чтобы что-то посмотреть. И проходили вчера вечером по набережной и увидели, что можно покататься на кораблике за 5 евро. Заранее мы билет не покупали, пришли уже утром и утром его купили. Здесь есть катера, которые 4 евро стоят, и есть катер, который 5 евро стоит. Вот рядышком стоит такой большой кораблик. Он, это, как мы позже узнали, он едет на морскую экскурсию к Котору и там, к другим городкам, которые можно тоже по этому проливу попасть. А мы к нашему катеру пришли в числе первых, забрались наверх, и оттуда все лучше видно. Там еще одна парочка была, и вот мы вчетвером так и плыли всю дорогу. Все остальные плыли снизу, не знаю почему, больше туда никто не заходил. Экскурсионный кораблик, на который отплывает. Люди будут целый день находиться в море, ну и выходить, наверное, где-то в городах. Здесь все так развито, можно назвать, что это такие такси, которые доставляют людей и на остров Гавайи, на остров Святой Стефан. Кораблики здесь ходят по расписанию каждый час. С моря открывается прекраснейший вид на весь город. Можно все хорошо рассмотреть, ну и, конечно, насладиться самой морской прогулкой. Прибрежная полоса быстро сменяется горным ландшафтом. Горы, состоящие из осадочных пород, покрыты колючим кустарником. На севере бухта заканчивается мысом, на котором расположена старая крепость. Мы когда покупали билет, нас спросили, Святой Стефан остров или же Гавайи. Мы сказали Святой Стефан. Но на самом деле оказывается, что на остров Святой Стефан они не завозят, а везут на остров Гавайи. Первое название этого острова – остров Святого Николая, из-за церкви, которая была на нем расположена. Эту церковь построили еще в XI веке, но разрушительное землетрясение ее разрушило, но потом ее опять восстановили. А остров Святой Стефан, он расположен в 5 километрах от Будвы. Там расположен отель «Аман Святой Стефан». И получается, к самому этому старому городу, который как бы расположен на таком узеньком перешейке, туда вход запрещен, только он разрешен для посетителей отеля. Или же можно там купить место в ресторане, заказать столик, и тогда уже вы туда попадете. Думали, туда завозят, но оказалось, что они Святой Стефан этот проплывают просто как вокруг, а потом завозят на этот остров Гавайи.
часть его дикая, поросшая густым кустарником. Раньше здесь вообще был заповедник. Отсюда вся Будва как на ладони, красивый вид. На острове есть такие небольшие ресторанчики, цивильные, зонтики здесь, если жарко, можно посидеть, отведать местную кухню. Здесь много лежаков. Я думаю, что когда в Будве много туристов, сюда приезжают люди для того, чтобы немножко уединиться. Ну, вот мы приехали с утра, людей еще было немного, а потом все подъезжали и подъезжали люди. Здесь скалы, на которых много птиц. На пляже крупная галька, а с другой стороны пляжа там более мелкая такая галечка или песок. Сейчас мы на острове Гавайи, будем купаться, и потом каждый час ходит этот кораблик, забирает назад. Так что такой у нас сегодня день, что-то новенькое, и рада, что сюда попала. Будем смотреть. Мы не очень долго пробыли на этом острове, поплавали с маской, немножко позагорали, а потом поднялся сильный ветер, и мы решили уже уплыть отсюда.
В море увидели очень много маленьких рыбок, для которых как будто там инкубатор. Наверное, там более теплая вода, и они там откладывают свои икринки, и как бы такой детский сад для рыбок. Наш день продолжается, мы уплываем с острова. У нас сегодня есть еще другие планы. Планируем подняться к крепости. Это находится недалеко от наших апартаментов. Получается, наши апартаменты вот прямо возле трассы недалеко. И так мы идем по этой трассе вверх. И по карте посмотрели, должны туда прийти. С этой точки хорошо видно, как расположена Будва, что она расположена между горами на небольшом участке суши. Чем выше поднимаешься, тем красивее, грандиознее становится видно город. Так, кому, короче, в отеле не сидится, в апартаментах, вечером люди идут на пляж, но мы сегодня уже катались на кораблике и решили пойти к развалинам крепости. Тут, получается, от наших апартаментов надо пройти минут 15 вверх на горочку. И сейчас уже будем там где-то недалеко. В общем, идем, как всегда, ищем себе каких-то развлечений, интересные места. Вот уже подходим к этой крепости. Смотрели ее на Google картах. Что-то ее там нету. А вот все-таки ее нашли. Вокруг, конечно, очень красиво, но единственное, очень много мусора. Крепость носит название Могрен, и возвели ее австро-венгры в 1860 году. Крепость расположена на холме Спас, который, в свою очередь, расположен на мысе Могрен. Вообще мы это сооружение увидели с пляжа и решили здесь побывать. Я считаю, что это отличная вечерняя прогулка для того, чтобы не сидеть как бы на одном месте и увидеть что-то новое. Мы пришли сюда под вечер, людей было не очень много, но были люди, подъезжали сюда даже на машинах. Интересно видно людям это место. Ты не боишься? Ой, внутри еще есть это. Коридоры какие-то. Да, подземные ходы. Не завалится это все, то есть не будет там сейчас. Вот посмотри, как смотрели эти лучники. Да, если сюда стать, то все равно ничего видно не видно. Да, в окружении вот таких гор. Крепость. Сколько уже веков прошло, она все стоит. Так, ну тут прохода нету. Надо туда обходить. Ой, море, глянь, как красиво. И это, конечно же, самая отличная смотровая площадка на весь город и на все горы, на всю панораму. Но еще здесь можно увидеть очень красивый закат. Да, бескрайнее море. Стою на самой высокой точке крепости. Такой вид открывается. Яхты, острова, старый город. Красотища. Назад возвращаемся по той же дороге. Еще зашли на пляж, увидели такую кошку с котятами. Местные дети ее подкармливали вкусняшками. А кошка сидела и с гордым видом за всем этим наблюдала.
Виталик еще в этот день искупался, я уже не стала плавать, потому что, чтобы мокрой не возвращаться домой. Я надеюсь, что вам понравилось это видео и вам не сложно будет поставить лайк. Мне будет очень приятно. До новых встреч в новых видео, еще из Черногории.